Друзья, приветствую на канале. Сегодня готовлю торт по рецепту моей подписчицы. Кето-торт кабачковый на кокосовой муке. Торт не содержит глютен, сахар. Подходит для всех, кто придерживается кето-диеты, либо ограничивает углеводы в своем рационе. А все особенности рецепта я, как обычно, расскажу в рекомендациях. В яйца добавляю подсластитель и перемешиваю миксером. Добавляю кокосовую муку, какао-порошок и разрыхлитель. Недолго перемешиваю миксером. Добавляю натертый на терке и отжатый от сока кабачок и осторожно перемешиваю лопаткой. В формуле выпекания с предварительно выстеленной пекарской бумагой и смазанной по бортам маслом выкладываю все шоколадно-кабачковое тесто. Форму с тестом убираю в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 35 минут. Готовность выпечки проверяйте деревянной шпажкой. Для крема в сметану добавляю подсластитель, который я предварительно пробил в блендере, и тщательно перемешиваю венчиком. Творожный сыр выкладываю в подслащенную сметану. Тщательно вымешиваю на высоких оборотах миксера. Невмешанные остатки снимаю со стен чаши силиконовой лопаткой и окончательно перемешиваю миксером. Готовый крем убираю в холодильник. Охлажденный бисквит разрезаю на 2 бисквитных коржа. Внутри бисквитные коржи влажные, пористые, они не нуждаются в пропитке. Большую часть крема выкладываю на бисквитный корж, распределяю крем по шоколадному коржу волшебной палеткой. Сверху выкладываю второй шоколадный корж и окончательно распределяю крем по всей площади торта. Для декора я буду использовать вот такую насадку «Закрытая звезда». Готовый торт убираю в холодильник для напитывания и стабилизации минимум 2 часа. Дополнительно в качестве декора можно обсыпать торт дробленными фисташками либо иными орехами, которые есть в наличии. Друзья, спасибо, что смотрите мой канал, ставите лайки, пишите комментарии, делитесь моими рецептами в своих социальных сетях и увидимся в следующем видео.